С чего начинается обучение, в какой последовательности осваиваются элементы? В прошлой части мы рассмотрели первый элемент, с которого начинается обучение. Чтобы сложить хронологию событий, смотрите первую часть ролика, ссылка появится сверху. В этом видео я расскажу о технике выполнения толчка справа, а также как его освоить. Смотрите ролик до конца, в нем будет несколько подводящих упражнений, с помощью которых вы сможете улучшить работу ног при игре справа любого элемента. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев, я специализированный тренер по настольному теннису. На этом канале я делюсь знанием и опытом, которые улучшат твою игру, поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал. После того, как мы обучились толчку слева, нам необходимо освоить толчок справа. Данный элемент является подготовительным перед освоением наката справа. Он очень простой в исполнении и помогает быстро научиться держать мячик с правой стороны. Сейчас мы рассмотрим технику толчка справа, подводящее упражнение, а также как последовательно ему обучиться. Эти знания вы сможете успешно применять на практике, обучая новичков, друзей или своих детишек. Техника удара. Исходное положение: левая нога впереди, правая сзади, правосторонняя стойка. Расстояние между ногами чуть шире плеч. Сзади стоящая нога носком находится на одной линии с левой пяткой. Носки смотрят немного в правую сторону. Плечи смотрят вперед, корпус развернут под углом 45 градусов. Локоть согнут под углом 90 градусов и находится впереди. Ракетка открыта и смотрит вперед. Указательный палец лежит внизу и не поднимается вверх. Удар выполняется легким и коротким движением предплечья с переносом центра тяжести с правой ноги на левую, выше отскока мяча центром ракетки. Подводящие упражнения. Первое. Работа предплечьем на столе. Кладем локтевой сустав на центральную линию стола, разгибаем локоть до отказа и ведем до центральной линии. Это упражнение необходимо, чтобы почувствовать мышцы предплечья. Упражнение номер 2. Работа предплечьем на столе с теннисным мячом. Встаем сбоку от стола, кладем мяч для большого тенниса, прижимаем локоть, открываем ракетку и толкаем мячик вперед за счет сгиба в локтевом суставе. Упражнение номер 3. Игра сопротивления. Мы подставляем руку под ракетку ученика, и он старается с помощью толчка сдвинуть ее с места. Это упражнение необходимо, чтобы ученик научился толкать мячик не за счет кисти, а за счет мышц предплечья. Начинаем тренировку удара. Вначале изучаем элемент по частям и затем соединяем все между собой. Упражнение 1. Толчок справа с ударом об свою половину стола. Держим локоть ровно под углом 90 градусов. Удар выполняем предплечьем вперед, сгибаем руку немного в локтевом суставе. То же самое, только стараемся попасть в корзинку. Упражнение номер 2. Тренер бросает мячик рукой, ученик старается перебросить мячик на стол. Ждем высшую точку отскока и толкаем мячик центром ракетки вперед. Упражнение номер 3. Тренер подает простую подачу толчком в правый угол, ученик толкает мячик на стол. Упражнение номер 4. Тренер бросает бэкэм, ученик точно старается попасть на стол. Упражнение номер 5. Игра на удержание. Стараемся выполнить 10-20 повторений без ошибок. После этого делаем подводящие упражнения для работы ног. Упражнение 1. Перекаты в приседе. Садимся на правую ногу, левая выпрямлена в сторону. Отталкиваемся от правой ноги, перенося центр тяжести на левую. Цель упражнения – почувствовать центр тяжести. Упражнение номер 2. Перенос мячей с пола на стол. Мы берем две корзины, одну кладем на пол, вторую на стол. Задача: мячики из нижней корзины перенести на стол. Данное упражнение можно использовать для всех элементов справа, чтобы почувствовать перенос центра тяжести сзади стоящей ноги на впереди стоящую. Это упражнение позволяет загрузить правую ногу правильно и потом вес тела перенести в левую ногу вперед. Отлично, теперь повторяем первые 5 упражнений с работой ног на месте и переходим к перемещению.
Подводящее упражнение на перемещение. Упражнение номер 1. Имитация перемещения приставными шагами в правосторонней стойке. Мы вспоминаем, что левая нога впереди, правая сзади. В этом упражнении очень важно, чтобы левая и правая нога точно шли по своей линии. Делаем шаг правой в левую сторону, нога стоит сзади. Затем делаем шаг левой, точно так же не меняя ее положение. Отлично, мы переместились в той же стойке. Теперь двигаемся в правую сторону. Делаем шаг левой вправо, нога стоит впереди. Затем правой, нога остается сзади. Упражнение 2. Перемещение приставными шагами с переносом центра тяжести. Стоим в правом углу, ноги согнуты. Теперь перекатываемся на правую ногу, затем перекатываемся вперед на левую. После этого делаем шаг правой, шаг левой и снова перекатываемся на правую, затем на левую. И запоминаем, как должны работать ноги. Упражнение номер 3. Перемещение приставными шагами с имитацией удара и переносом центра тяжести. Берем в руки ракетку, встаем в правостороннюю стойку и выполняем перекат на правую, затем на левую, и в этот момент делаем короткое движение в предплечье, доносим вес тела на левую ногу вперед. Затем делаем приставной шаг в центр стола и повторяем то же самое. Упражнение за столом. Упражнение номер 1. Бросаем мячик на своей половине и быстро делаем перекат с правой ноги на левую. Перемещаемся в центр стола и делаем то же самое. Упражнение 2. Тренер подает мячик рукой в правый угол. Ученик выполняет толчок с работой ног, переносит вес тела с правой ноги на левую. Затем ученик смещается в центр и тренер снова подает мячик. Выполняем до правильного и безошибочного выполнения. Упражнение 3. То же самое, только тренер подает мячик ракеткой. Упражнение 4. Тренер бросает бэкэнд в правый угол и центр. Ученик стремится перенести вес тела с правой ноги на левую и сыграть центром ракетки по мячу в наивысшей точке отскока, движением предплечья вперед. Упражнение номер 5. Выполняем элемент на стабильность. Стремимся выполнить элемент 20-30 раз. При выполнении более 50 раз начинаем изучать новые элементы. При освоении толчка справа наберитесь терпением, так как он требует больше затрат концентрации внимания и координации. В следующей части ролика мы рассмотрим, как выполнять переход от толчка справа к толчку слева. Также я объясню, как правильно двигаться и играть с двух сторон. Затем покажу комплекс упражнений, направленных на освоение толчка слева и справа, чтобы потом перейти к правильному обучению другим элементам, таких как срезки и накаты. Если тебе оказалось полезным это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю.